Сегодня мы посещаем сервис-центр именно ДЕ. Что ждет многих владельцев, если они неправильно собирают свои схемы. Хочу вам показать ваши любимые инвертора. Кто еще не отремонтировал, есть вот на складе большое количество плат. Почему после гроз выходят из строя инверторы? 3 способа стрингования солнечных панелей. Коллеги, всем привет! Весна закончилась. Закончился сезон гроз. И недавно мы заехали в сервисный центр, где ремонтируют солнечные инверторы и оборудование для солнечных электростанций. Мы пообщались с инженерами, посмотрели статистику ремонтов, и меня удивило, что значительная часть оборудования попадает в ремонт именно после грозовых периодов. Причем далеко не всегда речь идет о прямом попадании молнии в станцию. Очень часто молния ударяет где-то рядом, в линию электропередач, в дерево, в землю, в металлические конструкции рядом с объектом. После этого в проводниках возникают мощные импульсные наводки, которые могут попасть в солнечный стринг, а затем в инвертор и повредить входные цепи МППТ, платы управления, коммутационные интерфейсы, варисторы и так далее. И здесь важную роль играет не только наличие УЗИП и заземления, но и то, как именно выполнено стрингование солнечных панелей. Итак, сегодня мы разберем 3 основных метода подключения. Это будет линейное соединение, U-образное соединение, липфрог или шахматное стрингование. Поговорим о плюсах, минусах и о том, где и какой метод лучше применять. Друзья, сегодня мы посещаем сервис-центр именно ДЕ. И сегодня мы побеседуем по поводу ремонтопригодности, по поводу ремонта, что происходит с инверторами и от чего это происходит. Это видео будет полезно многим монтажникам, которые занимаются монтажом. И я вам хочу сказать, что 99% монтажников делают это неправильно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Сегодня мы разберем 3 ошибки или 3 способа стрингования солнечных панелей. И расскажу, какие ошибки делают именно монтажники, ну или монтажники с малым опытом, скажем так. С большим опытом монтажники уже это все прошли. Сегодняшний ролик я как раз хочу посвятить именно тому, что ждет многих владельцев, если они неправильно собирают свои схемы. Мы в ремонтном центре. Хочу вам показать ваши любимые инвертора. Вот так вот выглядит ремонт инверторов ДЕ. Кто узнал свои, пишите. Кстати, сейчас пошли вот такие вот уже блоки. Кто еще не отремонтировал, есть вот на складе большое количество плат. Линейное стрингование. Начнем с самого распространенного варианта. Именно его можно увидеть на большинстве домашних станций, небольших коммерческих объектов и у начинающихся монтажников. Почему? Потому что он максимально простой. Первая панель соединяется со второй, вторая с третьей, третья с четвертой и так далее до конца ряда. То есть все панели соединяем последовательно. После этого один провод возвращается обратно к инвертору через всю длину стринга. Монтажники практически не запутываются при таком способе монтажа, особенно если монтажник низкой квалификации. Не нужно думать о развороте панели, не нужно контролировать особую последовательность. Поэтому, как я уже сказал, требования к квалификации монтажников здесь минимальные. Но есть и недостаток. Если посмотреть на такой стринг сверху, получается большой замкнутый контур. Ток идет по одной стороне, обратно возвращается по другой. Между прямым и обратным проводником получается значительное расстояние. Фактически образуется большая петля. А любая большая петля является хорошей антенной для импульсных электромагнитных воздействий. Когда рядом происходит разряд молнии, магнитное поле очень быстро изменяется. В этом контуре может наводиться дополнительное напряжение. Чем больше площадь контура, тем выше вероятность появления значительных наведенных импульсов. Это не означает, что линейный способ плохой. Он работает, его используют тысячи объектов. Но с точки зрения электромагнитной совместимости это далеко не лучший вариант. Особенно если речь идет о длинных стрингах. U-образное стрингование. Следующий вариант является более профессиональным.
Его часто мы используем на коммерческих крышах и средних солнечных станциях. Принцип простой. Панели располагаются в два ряда, стринги проходят по первому ряду, затем разворачиваются и выполняют переход на второй ряд, возвращаются обратно. В результате плюс и минус оказываются с одной стороны рядом. Что это дает? Самое главное преимущество заключается в том, что прямой и обратные токи проходят близко друг к другу, причем по панелям, как мы знаем, которые являются полупроводниками. Магнитные поля частично компенсируются. Площадь электрического контура становится значительно меньше. Соответственно, уменьшается уровень наведенных импульсов при грозовой активности. Кроме того, сокращается и расход кабеля, естественно. Не требуется тянуть длинный обратный провод через весь массив. А если пересчитать это на большие станции, где там по 1000 стрингов, то, конечно, это значительная экономия солнечного кабеля. И, естественно, это сокращает расход кабеля. Помимо этого, монтаж выглядит аккуратней, меньше кабельных петель, меньше точек крепления, меньше вероятности ошибок. И сегодня U-образное соединение можно считать хорошим компромиссом между простотой монтажа и качеством электромагнитной защиты. И я вам хочу сказать, что 99% монтажников делают это неправильно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Следующий способ – липфрог или шахматное стрингование. Теперь переходим к самому интересному варианту. Метод липфрог. Метод липфрог, его еще называют шахматным методом. Или методом, если перевести на русский язык, чехарды. То есть мы перескакиваем с одной панели через одну к следующей панели. Этот способ получил широкое распространение на крупных солнечных электростанциях, где длина стрингов может достигать десятков метров. Основная идея заключается в уменьшении площади контура практически до минимума. Все панели ориентированы одинаково, минус находится с одной стороны, плюс находится с той же самой стороны. Но подключение выполняется через одну панель. Например, первая соединяется с третьей, третья с пятой, пятая с седьмой. После этого выполняется разворот на восьмую, скажем так, панель четную. И возврат идет по четным панелям обратно. В итоге получается маршрут 1, 3, 5, 7, 8, 6, 4, 2. При этом свободный минус остается на первой панели, а свободный плюс остается на второй панели. То есть оба вывода находятся рядом. Но что происходит с точки зрения физики? Прямой и обратный проводники проходят практически по одной зоне. И площадь контура здесь становится минимальной. Соответственно, уменьшается количество энергии, которую можно навести внешним электромагнитным импульсом. Именно поэтому подобная схема особенно интересна для больших солнечных полей и длинных рядов модулей. Но из-за преимущества приходится и платить. Такой монтаж намного сложнее. Новички часто допускают ошибки. Можно легко перепутать последовательность. Поэтому данный способ требует дисциплины и понимания схемы. Значит ли это, что защита для такого метода больше не нужна? Нет, это очень важный момент. Даже идеально выполненные стрингования не заменяет УЗИП постоянного тока, УЗИП переменного тока, качественное заземление, систему молниезащиты. Правильное стрингование лишь уменьшает уровень наведенных воздействий. Оно помогает снизить нагрузку на оборудование и на защитные устройства. Но полностью исключить последствия грозы невозможно. Поэтому хороший проект всегда строится из нескольких уровней защиты. Сначала правильная топология стрингов, потом грамотная прокладка кабеля, потом заземление, потом УЗИП. И только после этого мы получаем действительно надежную систему. Ну что, подведем итоги. Если объект небольшой и монтаж выполняет начинающая бригада, линейный способ остается самым простым решением. Если нужен баланс между простотой и качеством, выбирайте U-образное стрингование. Если речь идет о длинных рядах модулей, коммерческих объектов или солнечных электростанций большой мощности, стоит рассмотреть метод липфрог. Да, он сложнее, но с точки зрения электромагнитной совместимости и организации кабельного хозяйства это один из самых интересных методов стрингования.
который используют сегодня. Напишите в комментариях, какой способ применяете на своих объектах вы, линейный, U-образный или же шахматный метод. Будет интересно сравнить опыт разных монтажников и проектировщиков. Выходили ли из строя УЗИПы после гроз? Вышибала ли защиту в самом инверторе? Возили ли сам инвертор в монтаж? Нашли вы проблему? Узнали ли, от чего это все происходит? Правильно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Итак, всем удачи, добра. С вами был я, Алексей.